Окей. Окей. Привет, Флимли. Здорово. Так. Это. О. Так, поскорее бы этот Oxygen Not Included пройти. Че, как успехи в челлендже? Ну так, как бы это сказать. Ну, вроде как, пока народ живет, никто не умер. Что уже считаю успехом большим. То, что у меня народ сразу не весь не передох. Это прям серьезно. Является показателем настоящего успеха, я так скажу. Так. Угу. А вот и мы. Папа, опять котика. Да.
О, здравствуйте, Джимми. Рад видеть. Так, ща. Всё. А, это был баг, видимо, какой-то. Ну, дышать как будто бы невозможно. Что-то, мне кажется, они не высыпаются. По сути, мне вот такие игры не то чтобы не нравятся, просто прикол в том, что я как-то больше динамичные игры люблю. А у этой игры динамикой вообще не пахнет. Ну как динамика не пахнет? Ну просто мнение, а не особо. Привет, Гена, здорово. Анча. Так, что-то прям как-то не очень. Кошмарно дышится, прям вообще невозможно. Такие игры, где по сути сам себя развлекаешь, особо цель нет, совсем, конечно, другие, чем обычно сюжетно-одиночные. Ну это да. Ну, данная игра это типа, ну, по сути, игрушка. Это игрушка. То есть это, ну... Но игра в моем понимании это что? Игра в моем понимании это игра, в которой, ну, у тебя есть какие-то конкретные цели, там, типа, и так далее. В этой игре тоже есть цель, но... Ну, это, короче, знаете как, я типа, ну, скажем, я любитель больше, если сравнивать с этими играми, да, настоящими, то я больше, типа, любитель как побегать на улице со страйкбольной, там, типа, пушкой, там, с людьми, там, чтобы какая-то динамика была, а не, скажем, сидеть и, типа, лего делать. То есть я такой, типа, купил набор лего, и там цель построить, сука, замок какой-нибудь с человечками, и чтобы они были расположены там, где надо. А я, ну, типа, что-то особо не хочу таким заниматься. Мне на Новый год, когда я был в Таиланде год назад, подарили, как его, конструктор деревянный. Там корабль надо взять из деревянных деталек сделать. До сих пор не сделал ни хера. Есть ли он или нет вообще, ну чё. Ну, подарок-то прикольный, но просто, типа, особо как-то рвения и интереса его собирать и делать как-то, ну, нет совершенно. Что-то я вообще себе не представляю, что я его буду реально собирать до конца. Тут такая же тема примерно. Понимаете? Тут примерно такая же тема.
Так. Резня, да. Ну это просто жанр другой. Тайкун или менеджмент, типа постройки колонии, постройки базы, городов, зоопарка, дальше. Тайкуны я не особо люблю. Хоть я играл много тайкунов, чисто попробовать, а вдруг типа реально понравится. Но нет, ни разу не понравилось. Что было с этим с симулятором развлекательного парка, SimCity, Sims, цивилизация, там, ну, все такое. Вот мне вот единственное, что понравилось, это Frostpunk. Вот Frostpunk, сука, крутой, потому что ну там какая-то вот прям, ну, динамика реально есть, я как-то не знаю даже. Мне все нравится в Frostpunk. Там и вот ёбаный холод, ты еще и должен как-то вот народ прям все время в тонусе держать, чтобы они работали и там как-то, ну, двигали тебя вперед, вот именно в плане выживания и так далее. И конечная цель там, типа, прожить 100 дней, что-то в этом роде, знаешь, типа, плюс еще ты посылаешь людей на экспедиции, типа, вот, исследовать всякие разные зоны и там прочее. Прикольно. Сейчас подойду. Нет, ты живой еще Машрум. Или, по-моему, ты был тут где-то. Или это не в этой колонии был. Так, что там? Никогда не было лего, и когда я был в гостях у друга, хотел собрать у него лего, мне нихуя не получилось, я не понимал даже инструкции. Ну это на особый вкус, и как глобальной стратегии, типа День Победы, Stellaris для тех, кто любит контурные карты. Ну типа того, да. Frostpunk топчик, пару раз до конца проходил. Да, вот мне она очень тоже зашла. Я один раз его прошел, и, ну, опыт прям положительный, прикольный я получил. Классно, типа. С до войнушки я был мастер стелс, как Гук прятался на деревьях и в кустах. Должна уже вторая часть выйти в этом году. Да, что-то, Петволь. Ну, хули себя хорошо лечу, значит. Так. Мне вот тут кажется, надо построить такую тему, как вода, все, кстати, нам пизда. У меня вот эти вот штуки прям потребляют неимоверно много. Подожди, а тут что происходит? Подожди, а что тут происходит? Я сломал эти штуки и потом не... Окей, ладно. Отстойная яма прям растет. Привет, ветерок. А ты всех копателей берешь? Что так быстро накопали за 37 циклов? Ну, не так, чтобы все копатели. Просто, по-моему, приоритет у меня... Да не, нормальный вроде приоритет. Ну так, типа, кто чем занят. То и делают все. Просто я всем сразу раскидал задачи, что куда.
А, ну потом еще что? Сколько у меня копателей? Ну, по сути, 2 профессиональных копателя есть. Ну и что вот по Фростпанку там еще хотел сказать? Или по похожей игре, как Фростпанк? Ну... Да, особо ничего, по-моему. Реально крутая игра, просто по факту крутая. А, понял, у тебя 12 дублей, я просто с 4 играю. А, дубликатов, да, у меня человечков много. Видишь, как копошатся. Работает, работяги работают. Так, что я хотел-то вообще? Наверное, агроклеток построить тут вот столько. Кто? О, тут еще есть. Так. Кислородное семя. Эй, елки, подожди. Вот тут надо вытереть, ребята. Потом построить тут агроклеток еще. Пойдет. Здесь у меня будет основной источник кислорода, пожалуй. Норм тема. Пускай он здесь сверху находится. И распределяется по всей колонии. О, кстати, ребят, рекомендую сериал, знаете какой? «Царство падальщиков». Недавно досмотрел его. Прикольный, классный. Безумно шизоидный и такой необычный. Так, а что за хрень? А чё вода? Темный город. У вас погода сегодня от ТАСС до минус 43. Сейчас скажу. Да. Ну не так давно, позавчера или когда там вообще был лютый трэш. Минус 47 было. Я еще пытался заснять на улице обзор на Lost Planet, типа я в холоде стою, я рассказываю про Lost Planet, типа было прикольно, подумал. Но по факту телефон каждые 3-4 минуты разряжался и пиздец, и все. Темный город. Я, по-моему, его видел когда-то. Да. Мне там реально как будто бы не так холодно.
Вы видели, как там девушка одевается? Это из Lost Planet. Я просто смотрю на нее и думаю, ёб твою мать. Как же у вас там хорошо видно. Типа, у них условия намного лучше, чем в Якутске, можно подумать. Но единственный минус там, типа, вот эти вот сраные акриды кошмарят их. Пришельцы. Ой, если честно, как же хочется дропнуть эту игру. Просто срань. Сейчас подойду. Чё? У меня тут было минус 13. Так я спустя полчаса на улице потом зашел и думал, что нос отморозил, и он полился. Я его не чувствовал. Буба, так у тебя его и нету. Так. Виктор Крейн Голд, здорово. Вкус, конечно, в играх у тебя специфический. Здравствуй. Ну, я вообще во все подряд играю. У меня нет какого-то определенного вкуса. Но если говорить вообще о каких-то ностальгических чувствах, по каким-то, там, не знаю, каким-то определенным жанрам, там прочее. Ну, вообще по ностальгическому настроению, да, которое, по сути, выстраивает, так сказать, симпатию к тем или иным каким-то конкретным этим жанрам, то это, наверное, JRPG-шки были, по крайней мере. А я не понял, что за прикол? Да где вода-то вообще? Тут у нас что, дырка или что вообще? Почему вода не поступает, я вообще не понимаю. Как будто бы мне, знаете, чего не хватает? Мне как будто бы не хватает каких-то штук. Не камнедробитель. Вот угольных каких-нибудь там генераторов. Да, побольше угольных генераторов. Нахерачим. Пускай строят. Меня еще реально глянь с Мэтью Дэймоном. Ну вот это я видел тоже, да. Прикольно. А Темный город, он, по-моему, про город, который находился типа под каким-то куполом или что-то в этом роде. Там типа никогда, ну, светло не было. Вообще типа никогда. Ну и главные герои, они типа такие. Что за хрень надо? Типа выяснить или что-то. Или там вообще какой-то левый чел попал в этот город, и он типа охеревал вообще от ситуации в этом городе. И, соответственно, пытался докопаться до истины. Я все никак не могу решиться на прохождение Make Final Fantasy. У меня та же проблема.
Хотя, понимаю, игра давно считается классикой со времен PS1. Но проблема... у меня мертвец. У меня люди умерли? Нас как будто меньше стало. Кто умер? Водонос. Ну, я его назвал водоносом. Как бы... Хитрый лис умер. Ну, это был чел, который заходил к нам на стрим. Ну, как бы вот пришел и ушел, так сказать, где он. Вот, пришел и ушел. Умер человек. Не, ну это кал. Я думаю, надо перезапускать. Или загружать. Где там мы обреченные на погибель. Давайте вот это вот загрузим. Да, изголодались, погибли ребята. Я играю во все жанры почти, только не очень люблю выживачи и песочницы типа Майнкрафт, Forest симулятора типа Microsoft Flight Simulator. Ну или там Yellowstorm Make, прям я то прям все люблю. Но по сути у меня то же самое буквально. Но это слишком как бы специфичная тема, как будто. Я в этом как-то тоже не особо заинтересован. Эту тему я понимаю. Так, а где наши кровати стоят? А, вот они. Ну, в чем проблема этой колонии была? Проблема тут как будто не шибко-то большая. Типа все относительно хорошо. Это моя самая первая колония в этой игре, которую я построил вообще. Пока что все живы. Тут Мимашрум есть, енот, Нитрок, Арсен, Лутсон. Все живы. Так. Давайте думать. Что думать давайте. Ну, первым делом, наверное, стоит поставить сюда вот эту вот тему. Электролизер. А кто больше жрет? Ну, вот этого, кстати, не знаю. Дуня. Прожорливая. Ну и я любитель поесть. И копалка. Так. Так. Я вспомнил, в чем проблема тут была. Тут все от пердежа умирают потихоньку. Да. Тут все потихоньку охеревают от гнусного, ублюдского пердежа безумного. Просто... Ну, реально задыхаемся. В мега пердеже. Короче, план такой, я это увидел. В принципе, давайте попробуем прокопать тему к вулкану. Тут я, вижу, что безумно жарко. Мы не про... хотя пробьемся. Почему не пробьемся? Пробьемся. Вулкан не надо. Не надо? Хорошо, ладно. Пожалуй. Там давление жидкости. Затопит колонию. Так, ну... Ну тогда давайте сюда вот скидывать дерьмо всякое. Прокопаем тут дальше. Прям сюда вниз. Вот сюда вниз, короче. Реально. Чё бы нет. Привет, Брикман. Так.
Прохожу Returnal, после нее все игры, что я проходил, включая в жанре Souls, кажутся чем-то простым безобидным. От рогалик первой моей жизни спустя 20 часов начал понимать механики. Да, тоже, кстати, заинтересован в Returnal. Ну, это прям тупо Bullet Hell, насколько я видел. Довольно-таки крутой, динамичный. Мне вот такие игры нравятся. Souls-like, типа вот некоторые рогалики, и вот Returnal, прям такая смесь интересная, хорошая. Мне Remnant первый понравился безумно. Тоже мега хорош. Ну что, дрочишь там, да? Ну, пока нет. Окей. Давай. Окей. А что происходит? Желтая тревога? Кто? Что происходит? Ну, вообще, хочу построить где-то срань. Вот опустошитель бутылок. Его вот, по идее, вот куда-нибудь сюда. Но после этого. Так, где строительство? Строительство, строение. А, ну. Все правильно. Какую-то игру назвал Remnant from the Ashes или что-то в этом роде. Типа Souls-like стрелялка. Они, короче, смешали Souls-like жанр с этим, со стрельбой. Крутая игра, крутая. Сейчас еще вторая часть вышла, хочу ее тоже заценить. По сути, игр куча. Реально много. Ну, прям интересно. Ну, просто как-то, ну... Надо реально обратить на внимание, и все будет окей. По идее, игр-то просто дохерища. Что с водой вообще? Так, вода так. Ёпта. Проблема этой колонии в том, что у меня... вот вода есть. Ну, пробиваться туда, конечно. Хотя, почему бы не пробиться? Твою мать, это углекислый газ. Так. Давайте здесь. Типа, пупок. Оп. Сделаем проницаемые клеточки. Вот так. Вот так. Нужно больше проницаемых клеток. Реально. Туалет поменять. Хотя туалеты, с одной стороны, это прям источник сильного потребления воды. Это проблема. Я прошел только Doom 2016 и пошел играть в Doom Eternal, и они совершенно разные. Я думал, что почти одно и то же будет. Но они такие интересные, да. А в нее можно играть одному на прохождение без копа и сетью? Remnant, да. В одного можно.
коопе тоже, конечно. Но и без проблем вообще игра ощущается и в одного. Возможно, она создает впечатление того, что чисто кооперативная игра. Из-за того, что типа все такие, наверное, игражуры нахваливают ее, типа, о, типа, ну, это прям ММО, наверное, они такие говорят. А по факту эта игра, ну, вполне себе и в одиночку отлично чувствуется. Годнотная игра, годнотная. Реально классно. Прошел Ремон 2 в одиночку. Сложно был только самый последний босс, но да, она прям сделана под кооп заметно. Ну, вторая часть, скорее всего, была в упор вот на это, да. Ну вот видите, какая проблема, когда, ну, критики, да, там, какие-то игражуры ставят какие-то такие оценки, какие-то такие вот свои мысли по поводу игры на тему того, что вот если бы игра была бы такой-то, такой-то, игра была бы, ну, намного лучше в плане того, что, например, вот Souls-like игру, такую как Remnant, они говорят, вот если бы было бы больше коопа, наверное, и так далее. Играть прямо с друзьями весело. Ну, по факту и в одного вообще норм. Так. Ну и, конечно же, разработчики такие, типа, ну, блин, нашу игру похвалили и сказали, прикольная, но надо больше коопа в нее закладывать. И все. Ну или, возможно, даже не сами разработчики конкретно такими выводами, ну, таким выводом приходят, а их издатели такие, типа, просто смотрят на реакцию общественности, такие, типа, ага, все понял. Делаем следующий наш проект, или вот вторую часть Remnant, такой-то, такой-то, с упором на такие-то вот вещи. И все. Не сказать, что это плохо, но просто когда ты вот играешь в одного, и ты прям чувствуешь, что, ну, игра больше рассчитана на то, что она, ну, должна играться друзьями. Ну, так себе, скорее всего, так себе. Не думаю, что это хороший показатель. Там же одно DLC вышло, потом еще пара выйдет, и можно играть полноценно. Ну, вообще, тенденция у этих новых игр такая, типа, ну, современных, да, по крайней мере. Типа, за какой-нибудь Deluxe Edition ты платишь там какие-то безумные деньги. Ну, там, если в долларах говорить, то где-то 80-70 там, или, а то и $90, чтобы ты мог в нее поиграть пораньше остальных. Ну, чисто, знаешь, быть платно бета-тестером. Потом в день релиза все еще оставаться каким-то тестером, альфа-тестером, наверное, не знаю. А потом уже, ну, где-то спустя год, может, или 6 месяцев, ты только тогда сможешь полноценно поиграть в функциональную игру. Нормальную. Вот сейчас все современные игры такие. Вот вообще даже не шутка, это вот прям, ну, печальная правда. Все игры такие, нынешние. Ага. Потопон.
Но все равно большие игры это игры-сервис, которые развиваются с которыми годами. Ну да. Нужно играть в игры спустя 3 года или как Киберпанк, чтобы была полная версия. Но с Киберпанком такая история, конечно. 3 года. Только спустя 3 года игра стала полноценной. Папа. Буда. 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 А, суперкомпьютер? Угу. Блин. А мне кровати не хватает, что ли? И трог на полоску. Ва. Ну, вот тут как будто бы можно поспать. Вот эту хрень паковать. Папа. Барон Роман, там так. Во, кстати. О. Панический паром. И потихоньку с поверхности идем. По идее, еще бы животноводство освоить. Мне сегодня приснилось, что я в самолете вместе с Путиным летим в бункер от ядерной войны. Кстати, он там и президентом был. А был Шахзаде, как в сериале «Великолепный». Интересно, если это. А мне приснилось, как будто бы я пошел на какую-то встречу, типа, знаешь, задротскую встречу игроков. И ну, по типу как Гик-кафе, но масштабы намного, точнее не как Гик-кафе, как Гик-фест, но масштабы намного меньше, и там было людей от сил, наверное, 30-20, ну 30 скорее. И мы все сидели как в актовом зале. И это типа было кафе какое-то, но там было большое пространство для того, чтобы люди могли там сесть и смотреть на сцену, где выступали, ну, те же люди, которые вот пришли вот туда. Ну, то есть сами же вот эти вот ребята, они там что-то типа выступали. Типа показывали какие-то сцены из разных игр или что-то в этом роде. Кринжовенько было и все такое, но я такой там все равно находился. Мне даже приснилось так, как будто бы меня некоторые люди узнали, типа, о, это ты же стримишь там сюда-сюда. Я такой, ну типа да. Ну, забавно. Ну просто прикол в чем? В том, что такая встреча реально будет 14 января. Я думаю, туда пойти или нет. Ну то есть, я такой подумал, ну не может быть, что там будет настолько плохо, как во сне. Ну не может быть. То есть, самый худший сценарий, который вообще мог там быть, я его увидел во сне, типа. Ну что может быть хуже? О, привет, Фришми, здорово. Мне снилось, что я на корабле плаваю, на нас пираты напал. Прикольно. А мне приснилось, что сына тошнит, а он кричит, что я типа... О, посмотр.
Ansia para pasmatka. Мне приснилось, что сына тошнит, он кричит, а я типа сплю и думаю, что жена поможет, а в итоге он несколько раз крикнул, она не идет, и я понимаю, что нужно встать помочь. Подскочил 2 часа ночи, все спят, еще несколько минут плохой был. Да, такие сны бывают. У меня 3 пацанов, у меня 3 детей. Так что да, я понимаю. Бывают всякие сны, в которых ты от какой-то сильной эмоции просыпаешься. Мне однажды приснилось, как группа каких-то неформалов, вот чисто нефры. Типа, знаешь, они были одеты как эмо 2007 года или как гуготы. И эти мудаки просто ворвались ко мне в дом. Ну, типа, постучались, я не заглянул в глазок, открыл дверь. И эти суки просто вступили через порог и оказались у меня дома. Я такой, что за нахуй, бля, пошли отсюда. И я начал их пиздить. И прям злой такой был, пиздец, и я просто проснулся. Ну, чисто от того, что я, типа, не знаю, чисто от злости проснулся. Хуйня какая-то, конечно. Я вообще, типа, по сути, как бы не такой человек, который станет кидаться кулаками там на кого-то и там прочее. Типа, это вообще не я. Но, тем не менее, то, что они оказались у меня дома, блядь, без моего, как бы, этого согласия, это прям меня триггернуло безумно. Просто жесть. Так, у меня недавно был сонный паралич и встать не мог. И кто-то меня еще материл. Охереть. Сонный паралич — это полный кал, конечно. Сонные параличи и... Ну, вообще, что я заметил насчет сонных параличей и типа такого рода вещей, то, что они чаще всего происходят, именно... Так, сейчас. Именно во время того, когда ты как-то не тепло закутался в кровати, когда тебе холодно. Ну, что-то в этом роде, знаешь. Когда тебе вот что-то вот прям неудобно. Или может, как ты лег, вот реально просто, ну, некомфортно. Вот такое вот прям часто бывает. Еды нет? Ну, пизда. Ну и от стресса, и от волнения. Да, тоже, конечно. Мне происходит, когда слишком жестко ломаю режим новоков и энергетиков. Да, тоже, конечно. Но мне вот очень часто происходило так, что я вот прям... Охуеть, а как? Как какать? Как жить? У меня же вроде, ну... Что с едой вообще? Замаринованная еда. Так. Плод гексалента. О, нихуя. Так, давайте пока еду закажем себе. Еда, гексалент. А как готовить гексалент? Вот в чем вопрос. Непонятно. У меня уже 1 чашка кофе утром ломает режим. Ночью не смогу уснуть. От энергетики слишком плохо сердце. Я бы спортсменом ща ходить
тяжело бросил эту шнягу. Ну, не, ну... Энергетика такая, конечно, штука. Но от нее, правда, какая-то такая зависимость реально есть, как будто. Я бы сказал. Так. А, подожди. Грязную воду. Скидывайте сюда. Собирайте мочу всю, блин. Тут, короче, однажды какая-то хрень случилась, я точно не помню, что было. Но все начали обоссываться, как мрази конченые. И тут везде была моча жесткая. Я реально охерел с этой приколом. Блин, я не знаю, а как готовить нормальную еду? Еда. Биоинженерия. Животноводство. Готовка. Давай просто все исследую. Так. Рытье опасных материалов, ничего себе. И только енот у нас дизайнер. Юмор в том, что если я кому-то расскажу, что был паралич, мне скажут, надо в мечеть сходить. Жесть. Твоя вера не слишком крепка, у меня 15 лет дневных и ночных смен. Параличи ни разу не помню. Как стал верить в Одина, так вообще параличи сразу ушли. В Assassin's Creed Valhalla там опять про Одина Тора. Ох уж этот Assassin's Creed. Сейчас у меня дети прям жестко играют в этот PlayStation. Опа, а там помещение интересно. Слишком долго игра. Да, ну, такая. Ну, я не знаю, для меня как-то серия Assassin's Creed как будто бы, ну, померла давно уже, когда Дезмонда Майлза ёбнули. Причем как-то... Как будто бы, знаете, вот я бы еще понял бы прикол, да, вот с убийством Дезмонда Майлза, если бы его вот этот вот прототип Дезмонда Майлза, ну, не знаю, там, типа, трахнул бы 50 женщин, домогался бы до них в Ubisoft или что-то в этом роде, я не знаю. Ну, они просто взяли и, ну, ушатали его, и все, типа, живи с этим, типа, теперь. Я вообще не понял прикола, я хз, нахуй. Типа, просто взяли и слили его в конце игры, в третьей части, и все, я такой... Ладно, ну, блин, странно, конечно. Но что дальше-то, типа? Я просто реально не понимал. Че они хотят-то дальше? Что будет теперь? А дальше, знаешь, чисто, ну, вот начиная после третьей части, Assassin's Creed стала просто игрой-сервисом. Просто от начала и до конца. Просто стала сервисом в плане того, что какие-то определенные исторические эти, ну, отрезки начали брать, там прочее, вот это вот все и так далее. Типа, ну, просто какую-то культуру конкретную показать, типа, и все. И самое что странное, типа, они выбирают конкретно такие культуры, которые не особо-то интересны. У всех все время там, типа,
мечи, какие-то там, ну, ладно, мушкеты. Ну, вот Black Flag, четвертая часть Assassin's Creed, была крутой вполне себе. Но она вот реально просто не имела какой-либо такой, ну, конкретики в плане... Там, ну, главного героя даже, по идее, не было. Ты просто конкретно играешь за, так сказать, чувака из прошлого, который, ну, пират, и все. Геймплей эта игра прикольная, там, типа, реально бороздишь океан и там прочее. А вот, кстати, о чем вспомнил, то, что вот сейчас у меня Black Flag установлен на PlayStation, и дети иногда играют. Я там, ну, запустил, поиграл там чуть-чуть, и прикольно вообще, классно. Играется-то приятно реально. Типа вот Black Flag со своим мореплаванием и всякими такими вещами. Ну, годнотная тема. Но такая во всем остальном. Ну, то есть я в сюжет как-то, ну, не особо верю. Просто очередной ассасин, что-то там это. Ну, слишком натянуто. Как будто просто, ну, решили натянуть сову на глобус под названием Assassin's Creed. Типа, якобы этот пират попадает вот к этим ассасинам, и он, типа, какие-то задания там выполняет. Я что-то вообще не понял такого прикола, если честно. Зря это так, там много историй про каждую культуру. Ну это да, но, блин, мне эти как культуры не особо интересны. Ну, лично мне. Я вот чего не понимаю, почему они... Ну, там, казалось бы, какая-то динамика шла в плане исторических эпох, там, да, в плане развития, да. То есть, сначала там Альтаир был, потом, типа, вот этот вот... Золотой век или, ну, барокко, или как там, не знаю, где вот Леонардо да Винчи был, и дальше, ну, как будто бы, ну, все идет к тому, что потихоньку идут к тому, что скоро даже начнут появляться истории про ассасинов, которые там чуть ли не во Второй мировой сражались, и там, типа, ты за советского ассасина мог поиграть, типа, вот прям полноценная, хорошая игра про ассасина из Советского Союза, там, и так далее. Чтоб он там каких-нибудь советских тамплиеров или там, типа, фашистских тамплиеров там ебашил. Вот это было прикольно, реально круто. Но они вдруг такие, типа, ну, что-то мы куда-то вперед слишком идем, как будто бы, давайте просто сделаем спин-оффов дохуя. Типа, там, про Египет, там, про викингов и так далее, типа. Спин-офф, чисто спин-офф. Я их реально как, ну, филлерами ощущаю вот каждую часть всего этого. Каждая новая часть вот этих вот ассасинов — это филлеры какие-то. Как будто бы, ну, основной сюжет там уже, ну, как будто перестал идти. Ощущения, правда, такие. Сюжет игры был продуман на 3 части. Изначально он должен был умереть в конце. Так было задумано еще в 2007-м. Просто серия стала слишком популярной, и новых других играх продолжили название использовать, потому что оно хорошо продается. Это да. Ну, как-то вот. Поэтому и перестал вообще. Black Flag считает это просто хорошая игра про пиратов, но если бы назвали по-другому, нам так не казалось. И нам пришлось немного по лору привязать к серии. Но это прям чувствуется, что она какая-то слишком притянутая к лору ассасинов и так далее. Поэтому ощущается очень странно. Правда, странно. Я вообще как бы не говорю, что игры плохие. Вот по ассасинам. Но лично для меня они, ну, крайне интересны уже давно. Прям сильно неинтересно.
Я еще понимаю такую штуку, да, то что если я начну играть ассасинов, к примеру, начну играть там вот этих вот новых ассасинов, про Египет там, да, и вот эту вот всю срань. Правда, они мне, скорее всего, сильно не понравятся. Ну, Вальгалу я пытался пройти, но она мне не понравилась. За счет того, что она слишком тупой стала в плане РПГшных механик. И вот эти вот всплывающие цифры, блять, я это вообще реально не понял. Вот это вот, честно сказать, я вообще не понял. Типа, вообще, о чем они думали. Это такой нонсенс в этом плане. Такой я вот о чем. Я вот уверен в том, что если я начну, то если игра хорошая, то я, ну, скорее всего, буду проходить до конца, наверное. К примеру, я также вот подошел к этому. Какая там часть была, по-моему, как раз после Black Flag была, там где ты играешь за индейца. И, блин, она, по-моему, не знаю, просто после Black Flag или когда там. Но она прикольная была. Мне вот за индейца играть понравилось реально. Вот это вот прикольная история была. А потом какая-то выходила типа Unity про Лондон, про брата и сестру, и что-то я... Она, ну, она вроде тоже была прикольная, но... я тоже что-то прям задушился играть в нее. За индийца третья. Бля, ну она охуенная была. За индийца крутая была. Тогда, получается, после Black Flag вот Лондон пошел, да? Блин, конечно, странно, что они в сторону Советского Союза там и дальше не пошли, там, типа, например, времена Наполеона, Первой мировой там войны и так далее. Там же крутая динамика была вот в плане развития человечества. И самое главное, сюжетно же оно хорошо шло, то что вот типа поколение Альтаира, одно из самых первых, а потом дальше типа там следующее поколение. Ну так, идет по цепочке того, что типа все более ранние поколения вот этих вот ассасинов двигаются по этой теме, и они потом должны будут найти артефакты вот этих вот эдемовых яблок и там прочего дерьма. И что-то в этом роде. Но в конечном итоге все пришло к тому, что они такие, типа, насрём спин-оффов. И нормально, типа. Она до сих пор технологически очень крутая, если мы говорим об оригинальной гримасе, даже с ней поломали. Да. Как вы там, живы все? Никто не умер? Как будто мочу скидывают, но не до конца. Вот тут до сих пор моча есть, но вот тут убрали. Воды нет. В чем проблема с водой? Я понять не могу. Вода вроде идет. Вода вроде идет. В чем трабл? Еды снова нет, да. Едой проблемы. Но у меня шанс выживания стоит на умеренном.
Я хз, что делать. Какие-то варианты рассматривать в плане уран. Так, а чё по исследованиям-то? Мы куда-нибудь движемся? Нет, никто ничего не исследует. Везде воды не хватает. А в чем проблема, я не понимаю. Колонку в воду опусти. Не понял. Ручной насос, который. А, да ладно, он типа всегда нужен, что ли? А мне казалось, как насос появится, вот, мне ручной насос не понравится, ну, не понадобится. Вот зараза. Так, ладно. Окей. Окей. Странно, впервые я говорю об ассасине и не горю. Видимо, смирился с тем, что вот во что превратилась серия. Ну как-то, типа, стоит реально осознать и принять, чем оно стало, как-то, ну, в натуре смириться с этим, ну, как-то. Ну, это действительно странно. То, во что превратился Ассасин. Просто это действительно сервис. Тошнота от стресса. Голод. Мы все умрем. Так. Кстати, если кто не заметил, колония так и называется «Обреченная на погибель». Ты лучше расскажи, во что Кола превратилась. Ну, казахстанская, говорят, прям вообще стала ядовитым дерьмом. А корейская вполне себе неплохая. Типа реально. Из отечественных, ну, тоже есть годные такие. Это точно. У вас нет корейской. Ну вот наши как-то добывают. Ну, видимо, через как-то Китай, как-то еще. У нас вот благодаря железным дорогам, по-моему, кола корейская стала хорошо доступна. Коля, много сахара, не надо ее пить. Это да, надо перестать ее пить. Рак. А ты казах? Казахская трава. Ну тут просто, правда, такой инцидент происходил с казахстанской колой, в том плане, что она реально, ну, как ядовитая стала известно. Люди травятся от нее, все такое. Блин, как же Арсенов хуёво, пиздец. Ёпта, насрал, жесть он насрал.
Блин, ты не умрешь, я надеюсь? Холод как в холодильнике. Только не блюй здесь, пожалуйста. Это за что? Что происходит? Стресс-100 тоже много, нужны массажные столики, только насос поставь сначала. Вот насосы стоят. 2 штуки аж. Так, окей. Значит, вам расслабейший нужен, да? Расслабончик нужен. Расслабончик, расслабончик. Давайте думать, где вам расслабон-то устроить. Тут дышать невозможно. Давайте тут, наверное. Хотя тут... По идее, вот здесь был расслабон. Чем устроить? Вообще в идеале вот где-нибудь здесь бы. Там рядом с генератором. Так от этого еще и зависит, что ли, все. Близко или далеко от генератора. Жесть. Так, ладно, давай тогда здесь прокопаем. Вот так вот просто тупо. Газообразных хлоров. Ну понял. Теперь это фактория напоминает. Так, ну давайте тогда проще. Пускай это вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Потом бум, 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 бум. Все, работайте, работайте. Много не копай, под один только хватит. Ну ладно, пускай. Да пускай остальные тоже будут. Два хватит, да. Ага, так, энергия. Блин, не то нажал. Опс. Тут у нас... нормально. Блин, ребята, ну чё ж вы так насрали, я не понимаю. Педро Паскаль лег сразу на массаж. И Дуня. Все. Балдеют, ребята, балдеют. Живут в полном аду, конечно. И смерть неминуемая, я думаю. Ну, по кайфу обстановка. Траур? Что? Кто умер-то, блядь? Бля, кто умер? Так, стильная могила, блядь, а кто умер? Енот, наверное. Пиздец, реально енота нету.
А он был единственным дизайнером. Блин, что тут дизайнеры вообще делают, я не понимаю. А где его труп разлагается? Блин. Какой же пиздец творится просто. А, кошмар какой-то. Не, ну это чистый ужас какой-то творится. А вы его случайно не сканнибалили там, типа не съели его нахуй? А, вот он валяется. От голода умер. Да, жалко этого добряка. 22 цикла прожил. Был женщиной. Ну, по крайней мере, себя так позиционировал. Если Happy Not что-то задумал, то она точно это исполнит. Хорошо готовила. Тошнотиком была. Прирожденным садоводом, технарем, черствым была. И супер продуктивной, между прочим. Вот так вот, вот так вот. Все, пресс F. И уберите ее, пожалуйста. Убрать. Эх, енот не застал массажное кресло. Ё-моё. Обидно, да, как. На випку накопишь. О, нормально. Флембли 77 активировал награду за Тут легко зарабатывается и трудно тратить. Ну, трудно тратить от того, что непонятно, на что тратить даже. Закусочный росток. А, блин. Проблема. То я думаю, что за дерьмо. Ну, жалды это же тупой ублюдский перевод от старых игр. Я обычно такую надпись всегда читал в этих вот JRPG-шках каких-нибудь старых. Вот оттуда и пошло. Типа желт. А, бля, и тут вода есть. Ничего себе. Ну что это мне дает? Вообще ничего не дает. Воронка холодного пара. Дыхательный газ. Анализировать. Так. И тут вода есть. Морозный кокон. Морозка. Ну, в принципе, вроде умеренно. Ебать, Тетрок умер. Охуеть.
Не, ну это пизда. Я отказываюсь в этом участвовать, это ужасно. Все, нахуй. Это очень плохо. Там, все. Мертвы. Так. Все по умолчанию. Режим песочницы. Пускай так. А челлендж без смертей? Но со смертями можно. Они сложнее в разы. Но я, конечно, не ставлю. Просто условия челленджа были такие, типа, не идеальные. Главное, чтобы стояло. Улететь на другую планету. Также условие было. И чтобы было больше 10 человек. Вот. То есть, по идее, на 10 человеке можно было бы и остановиться. Так, копатель. Строитель. Копатель, строитель и исследователь нужен. АБ. Роуэн. Макс. Квин. Блин, что все такие одинаковые? О. Так, кто хочет в этот ебейший ад погрузиться? Так, давайте-ка Машрум. Фрешмит. Свежее мясо. Так, кто еще есть? Тебя врачом? Ты хочешь врачом? Блин, ну мне как строитель нужен. Врач пока не нужен. Ну тогда я тебя потом сделаю. Так, тогда кто нам еще? Давайте вот ветерок пускай у нас будет. Ветерок. Ветерок, фрешмит и исследователь. Плимбли. Да. Вот эти вот ребята. Я помру первым. И скорее всего от голода. Так. Хотя Ретион нахуй не надо, наверное, да? Пускай тут у нас будет животноводец. Блин, обжор, оказывается. Не, дай-ка фермера. О, как Пушкин. Иммунитет пищевому отравлению. О, как хорош. Прям идеально. Фрешмит. С железный желудок. Падальщиков. Обжор сразу окончательно. О, слушайте, неплохие условия. Not bad. Блин, реально неплохой старт. Много кислорода. Не, кислород вообще не проблема вот в данной катке. Это видно сразу. Тут хорошо, и тут хорошо, и тут хорошо. Так. Вода есть. Полно воды. Теперь мне главное... хорошо бы архитектуру поэтовать. Скорее всего, лестница будет здесь с правой стороны идти. Туннели как-то еще... Так.
Так. Откормить пружин. Да, царство падальщиков, действительно. Так. Ну, погнали. Так, массажный стол, умывальник. Ну, туалет. Ну какая же хрень, туалет. Мне так не хочется увидеть, как они будут опять срать под себя вот это вот. Что будет вонять опять. Тут есть каннибализм? Ну, возможно. Вот идеальное место, как будто бы. Я хочу туалет вообще очень далеко от колонии поставить. Вот вообще будет, ну, не жалко ресурсов на это потратить. Чтоб челики просто реально пошли и срали в другом месте. Стресса если не будет, то не будут гать под ноги. Ну, окей. Я просто уверен в том, что стресс будет. Потому что это моя колония. Если вдруг что-то пойдет не так, в плане того, что, ну, представим себе такую ситуацию, что нам придется в будущем куда-то отправляться, типа, ну, осваивать другие планеты, вся херня, да? Ну, поняли. И вы увидите в том, что управлять всей этой бодягой будет чел по имени Джулстар, я, то есть, то вы сразу нахуй отказываетесь и попробуйте выжить в радиоактивном пустоши на Земле. Потому что со мной вы охуеете, реально, я говорю. Вы такой ад переживете и, скорее всего, не раз предпримите попытку убить меня. А я сразу же, ну, предугадаю такие моменты и вооружусь неплохо прям. С бронежилетом буду, с пистолетом, там все дела. И меня будет один подкормленный, прям такой, знаешь, типа жирный ублюдок, который всегда будет готов за меня людей убивать. Так что задумайтесь, ребят, задумайтесь. Это жестко. У меня же все продумано наперед. Так сказать, я уже потихоньку обезопашиваю себя. Массажные столы сразу ставь. Если слишком далеко поставишь, будет срать под себя. Серьезно? Блин, что со мной не так? Мой АИМ.
А тут прикольно. Ладно, пора ставить туалет. Сейчас они не обосрутся, я вам говорю. Вот буквально с минуты на минуту. Я уже чувствую вонючие позывы Ну, все уже. Сейчас начнется. Придется ставить туалет тут. Приоритет высокий. Блин, ребята, вы в перерыв ушли. Не стоит. Нет. Заканчивайте туалет. Я вам говорю. Это вам на пользу только. Все, нормально. Пролезть под себя в центральном проходе. Ебать. Не все, конечно. О. Это круто. Видимо, начальником этого, как его рота или что там вообще было. Видимо, был такой человек, как я. Он такой. Туалеты, ребята, в километре. Я не хочу вообще даже пердежа вашего услышать. Вы идете срать в другую часть. Пару кадров было, ебать. Ни один, помню, у нас мыться не любил. Мы его борщом звали. И он реально пах как, сука, кислый борщ. Бля, вот типа один в один, нахуй. Прям протухший, плохой, кислый борщ. Это пиздец. Вонял ужас. А он русский был, вот этот вот борщ. Пиздец. Ну я хуй знаю, зачем он вообще так делает. Мы говорим, ну блядь, будь добрым, мойся нахуй. Вся хуйня. Он видно такой был, ну, не сильно самостоятельный человек. Типа, большую часть своей жизни, скорее всего, с родителями там тоже. Ну, как бы всю свою жизнь с родителями уже. Или с бабушкой там. Не шибко самостоятельно. Да, карта рандомно не делается. Его научили ближе к концу только через тумаки. Терпения-то уже нет у людей, конечно. Начинает потихоньку охуевать. Ну типа, у всех ближе к концу нервы не к черту. Не то чтобы я их оправдываю в плане того, что да вообще типа бить такое себе. Ну вот реально согласитесь, типа такая тема, то что если ты, блядь, ну прямо рядом с тобой чел, который вот просто по каким-то совершенно тупым причинам не хочет мыться и создает всем, ну, неудобства, ну такое себе сейчас. Ну это да, типа. Ну, порой есть такие люди, действительно, которые, ну, по-другому понять не могут. Которым нужно реально только объяснять все через это. Как можно не мыться. Ну, это да, это странно есть, конечно. Это очень странно. Счетчик.
Я вообще этим не любил заниматься, убить кого-то и так далее. Из-за этого ко мне частенько вот эти вот новенькие приставали в плане, типа, ну, со мной тусоваться любили. А остальные были такие, больше любители попиздить там. О, ты что делаешь? Не-не-не, отмена, отмена, отмена. Исследование. Так, а с чего начать исследование-то вообще? Наверное, стоит начать с еды. Вообще бы, конечно, животноводство. Вот, живот контроля. Вообще животных надо, да, разводить по большей части. Так, и приоритеты. Пускай Фримби занимается исследованием. А как его убрать отсюда? Представьте, как у него яйца прилип, блять. Когда на своих глотаешь, не забыл на своих глотаешь. А тут какая основная фишка? Типа кислорода нет. И как это обыграно? В том, что, ну, все эти чельки, они по сути живут в астероиде, но я не понял почему. Но они вроде как просто путешествуют по... бороздят океаны космоса и попадают в разные такие вот ситуации. Так. Массажное кресло, скорее всего, надо поставить здесь. Вентиль, мы тут узнали, что вы любите вонять. Так что не обессудьте. И начинает пиздить человек. Жесть какая-то. О! Обыск тут надо провести. Блин, вот им бы туда как-то пробраться. Было бы хорошо. Они что, фанаты Брюса Уиллиса? Блин, ну... боже, надо атаковать эти сраные. Да проснитесь и убейте его, нет? Или сколько времени? Мне просыпаться уже пора. Все, давайте просыпайтесь, убивайте. Чук-чук. Нормально. Ну вообще они нам понадобятся, наверное, да? Их вообще кушать можно? Ах ты ёшкин кот. Не, я никогда на свой не глотал. И даже не применял его. Я типа, прям на полном серьезе говорю. Я просто однажды услышал, что на свай по сути дерьмо курицы или типа того. Я такой, блядь, да ну нахуй. Даже если типа неправда, я вот уже уж точно к этому дерьму не притронусь. Ну ладно. Свой говно себе рот, Причем еще глотать это дерьмо. Ну, такая себе идея, конечно. Сомнительная, так сказать, скажем, идея. Одна из самых не лучших идей.
хорошая идея, чтобы наказать. Блин, я вот... Бестечок. А я в нем калорийности не вижу. О. Это для померка. Так. Харвест. И вот эта тема тоже нужна. Пускай растут, кстати, да. Или странные у вас приоритеты, ребята, вообще не понимаю. Вот как будто бы на самом деле мать природа мне дает такую прекрасную возможность выжить. И у меня такое ощущение, как будто бы я уже немного в этом плане проебываю сильно. Папа, Ой, папа, то хотите ваш ага. Я понял. Я понял. Понял. Когда видео. Вот так. ну ты посмотри, тут меня кто-то. Это канал Матабард. Алхан, иди. Так. Oxygen not included имеет четкое выражение предыстории. Не имеет четко выраженной предыстории. Да. Поскольку игра фокусируется на симуляции выживания в космосе, вместо этого она предоставляет игроку возможность создать собственную историю. Ну, по сути, Rimworld. Rimworld тоже такой. Если сказать, точно такой же. Управляет техника, кулинария. Амария. Кулинария. Макс. Удобрение. Иксволи. Здорово. Свободное время это разработки казуала. Так, сейчас, подождите. Так. Ну, эта игра такая, да, она по большей части, скорее всего, прикольна тем, что ты на нее смотришь, как в нее другие играют, наверное. Ну, и просто реально, типа, жанр слишком такой. Ну, я не любитель сильно таких игр. Но тут чисто в плане челленджа играю, поэтому, да. Ну, опыт, в принципе, интересный. Интересный опыт. Кенши также. Тоже после истории про куриное говно перестал пробовать на свои, еще пересказывали. А еще рассказывали, что губы гниют от него. Пробовал пару раз, только фишки не понял. Ну, она вроде какой-то расслабонная, насколько я слышал. Я спрашивал у людей множество раз, которые на свасе любят там пасовать. Сап-сапана. И они говорили, что, ну, типа, чисто расслабиться. Ну, тогда уж я не знаю, ну... Как будто бы, знаете, вот... Перспектива покурить как будто бы не такая уж и плохая. В плане, ну, если уж выбирать. Свободное время это разработка казуала. А вот это вот я не понял. Как будто бы не сюда написали. Как будто бы не сюда было адресовано, я не понял. Привет, Иксволи. Здравствуй. Добро пожаловать на стрим. Следствие раздражает и срать хочется. Понял. Ну, в общем, говно.
Чисто говно. Зачем говно? Прирожденный садовод, сниженная вкусовая чувствительность и готовка. Видимо, я не устал, потому сильно некогда было расслабляться. Импотенцию изи работать. Не, реально, как будто бы, знаешь, вот зачем вообще на своем баловаться, если она столько минусов себе приносит. Уж действительно намного проще, ну, загаситься этим сигаретами обычными. Конечно, никого не призываю курить, там прочее, это вредно. Но тем не менее, если уж ты такой стоишь перед выбором, давать тебе кал в рот или покурить, то уж лучше покурить, как будто бы. Ну серьезно. Тут как бы, ну, выбор супер очевидный. Срал и блевал одновременно. Ё-моё. Не, ну вообще говорят же на свайп, что не надо его глотать сам, ну. Это вот типа как, по сути, как снюс получается. Снюс же он тоже типа расслабляет, там прочее, сильный никотиновый удар тебе дает. И от этого сильно расслабление ведет у тебя. И его тоже крайне не рекомендую глотать, потому что отравление заработает, и, ну, там пиздец полный будет. Поэтому, как бы, ну, тут такое. Я на свою по собственной воле не глотал. Заставляли в строю. Пиздец. Ебанутые нахуй. Не, ну это, конечно, конченые люди. Заставлять на свою глотать. Пиздец. Пришел он там из стран Центральной Азии, сейчас приобрел популярность среди школьников, поскольку его цена на рынке основное место в избытке сильно ниже, чем обыкновенная сигарета. А, так его и прям сейчас ебашут. Дети, да, причем? Интересно, конечно. Одно до боева запальников. А, так это офицеры еще заставили вас это сделать, что ли? Ну, типа там старшина и прочие такие ребята. Понял. Пиздец. Хорошо есть. Да, пожалуйста. Да, барын романтан япондар хэ. Понял. Так это вообще пиздец получается. А на бандера. Привет, токарь. Так, сейчас вот это вот прокопаем. А, лол, погодите, вы сейчас умрете, что ли? Подожди. Стой. Нормально дышится вам там? Да, мне тут дети балуются, я им говорю, типа, чтобы вышли из комнаты. Не, ну я прям не ругался, я просто сказал громко, чтобы они ушли. А то... Бесится. Не слышит нормальной речи. Да, пускай там остается. Задач не осталось, что ли? А, вы не можете пробиться. Понял, ладно, сейчас тогда другие задачи вам подкину. Куда бы вам свою энергию-то деть?
Что, нам больше нечего исследовать, что ли? Что-то я не понял. Лугавчик. Ну, кто как строит. Ну, что там. Интонация такая была. Ну, 3 пацанов, чё, блин. Эх, 3 пацанов. Так, сейчас. Дайте-ка подумать. А, тут еще одна база есть. Ёмно. А там не нейроны или кто-то там. Так, окей. Давайте 10 этаж сделаем. Нам нужно больше спален. Привет, я. Ударчик. Привет, пацаны. Ну, привет, Ударчик. Здравствуй. Добро пожаловать на стрим. Так, сейчас. Вот это вот нам надо бы, по идее, лутать. Вот тут вам тоже так пробиться. Тут лестницу построить донизу. Вот это ломать не стоит. Вот это можно. Это тоже. И чук, лутайте. А человечки умрут? Скорее всего. Да, я бы сказал даже, что можешь не сомневаться. Ну и, кстати, ты умрешь. И я умру. Все мы смертны. Однажды возьмем и умрем все. Но надеюсь, что не слишком рано. Надеюсь, мы еще успеем повеселиться. Кстати, у меня такая идея была насчет стримов. Я, короче, думаю, вот на стриме заняться изучением старых журналов игромании. У меня есть номера, короче, начиная с 1997 по 2018 год, когда вот эти вот закончились печатные эти. И каждый вот этот вот журнал, наверное, ну вот как там было-то? Игра выпуска или что-то вот основной темой того или иного номера журнала всегда была какая-то определенная игра, как главная, которая была на обложке или что-то в этом роде. Вот ее взять на прохождение и назвать типа эти стримы как марафон игромании или что-то в этом роде. Почему бы и нет? Ну, не знаю, как получится. Но в основном мне челиксы умирали от голода. Я же хочу, чтобы они выжили. Никто им зла не желает. Я ж не садист какой-то. Так, сейчас. Тархалос нет, не прошел. Ты же знаешь, что я не прошел. Спрашивает и спрашивает что-то. Напомнить мне об этом. О моем незакрытом гештальте, так сказать. Нет, вообще Архалос прикольно. Вообще можно было бы его как-нибудь там начать заново, потому что, ну типа, толку его проходить на той версии, которую вот я проходил. Скорее всего, придется его заново проходить на какой-нибудь новой версии. Там множество же каких-то крутых этих обновлений на него этого даже анонсировали. И я вот думаю, ну блин, так-то надо бы, да. Такой опыт в игре. В этой игре мало. Я в него сколько играю уже?
Э, 10 часов. Один бы и так сказал. Да. Ё-моё. Господи, я слишком близко к порталу его поставил. Так, окей. Так, давайте думать. Мне нужно здесь тогда пробить туннель. Тут, наверное, сделать дыру, наверное, стоит. Подкармливает им хачи. Ты о чем вообще? Кто такие хачи? Лугавчик, скажи честно, тебе сколько лет? Такое ощущение, как будто 13-14. Да, удаляй его нахуй. Такое ощущение, как будто Лугавчик любитель хаги-ваги больше. Ну и там типа скибиди туалетов, знаете. Ну ладно, пока его удалять не надо. Но я уверен, он какую-нибудь хуйню подобную тоже сейчас выкинет, из-за того, что я называл его любителем скибиди туалетов. Не знаю, он вроде как не должен обижаться на правду. Так. Родить его, брат. В смысле отсутствует исследовательская станция? Так она вот она. Вообще давайте поступим с мебелью вот так. Ёлопало. Так. Что-то... Вот так. 8 кроватей. А вот эти вот мы удалим. Еще одна фишка. Чем больше дублей, тем сложность выше. Ну да, проблема ощущается в этом. Ну, труд много и так далее. Прям, да, сложно становится очень. Так. Мне тут какую-то вентиляцию надо создать. Не понимаешь шутки про хаги туалета? Ну просто как-то в тексте не особо чувствуется возраст и, знаешь, какой-то интеллект, я, наверное, сказал бы. Да и просто воспитанность какой-то, понимаешь? Здесь, ну, стример душнило, лучше, если прям, ну, я тебе сразу предупреждаю. Здесь ты шутеечки всякие вот такие вот, ну, не встретишь. Из разряда... Короче, не тут понял. Иди к братишкину. Я хуже него. Ну ты ж токарь меня знаешь, поэтому я как бы... Ну и ты принял, как у меня все устроено. Угу. Да, воздухонепроницаемость это. А как давление снизить? Вот реально просто типа дырок понаделать, да, типа надо. Такая простая идея. Я не знаю.
Хатч это из игры? А, да? А это вообще нормально? Что здесь? Погодите, вот цвырк. Ладно, сейчас цвырк. Блин, если... Так, подожди. Дракон. Дракон. Ну, пока... Погодите, это реально? Ну тогда ладно, сорян, что быканул. Прости. Не прав. В русской локализации копатель. А, все понял. Тогда прости. А, вы мудаки сраные. Вы насрали так жестко, что даже убрать не можете с собой. Блин. А, я понял копателя. Да-да-да, вспомнил такого животного. Пиздец какой-то. Так. Вот им прям хочется туалет вот здесь снизу поставить, знаете. А я таки поступлю, пожалуй. А, вон, вылез снизу. Ну, я понял. Окей, да. Вылез снизу. Ну да, типа крот такой, ублюдок. Вот копатель, да-да-да, вот он. Все, сорян. Извини, если что там, типа, может, у тебя настроение из-за этого похуже стало. Я вот реально просто не понял. А нахуя так называть их? Да. Мир полон разных языков, и от этого, конечно, недопонимание происходит. Пиздец. Не, ну, конечно, я теперь понимаю, почему наши локализации их назвали иначе. Они оставили как было. Слава богу, блин. Ужас-то какой. Ужас какой. Да. Это очень такого. Так, что тут у нас? Зеленые туфли. А что это за прикол вообще? Гад, цветочный ретро-горшок. Ретро. Не, ну пока все прикольно. Переводится как люк, копатель, диггер, странная фигня. Понял. А как их применять? У меня, по-моему... А эти... костюмчики там прочее... Я просто уже получал какие-то скинчики. Ну, такие же туфли и прочее дерьмо. А их как одевать вообще? Где-то тут есть? А, нет, нету. А, все, понял. Да вы... Какие же засранцы просто... Какие вы отвратительные ублюдки. Не, ну серьезно. О, боже мой, опять началось, сука. Почалось, ребята. Это тут насрал. Понял. По туалету на дубля, по идее, надо. Кошмар какой-то. Бля, они так не хотят работать, как будто бы. Но
давайте уж здесь поставим. Ну, типа, раз, два, три. Приоритет высокий. Ужас какой-то. Пройти мимо туалета не обоссать, так точно невозможно. Блин, жесть какая-то. Я что-то вспомнил одну типа картинку. Фотку точнее. Там чел типа срал. Ну, видимо, все кабинки были заняты. Я представляю себе такую ситуацию. Что все кабинки были заняты, и он решил посрать в этот... там, где обычно мочится. Как это называется? Биде или что? Вид такой срет. Писсуар, да, в писсуар. Кошмар какой-то. Ох уж эти дубликаты. Я не пойму одного. А почему ты в Лимбле вообще не занимаешься исследованием? Да за шо? Да за шо? Водопровод. Чё, как бы, что стоит улучшить-то? Вообще мета какая? С чего нам лучше начинать? Я вообще вот хотел в животноводство удариться сразу же, чтобы ловить там животных этих сраных. Чтобы еда была у меня на будущее. Но что-то мы вообще вот в этом плане не движемся никуда. Наверное, стоит энергию. Хотя энергия не так, чтобы сильно. Обработки-то. Так, вот ты давай. Вот углубленное исследование. Вот все. Исследователь. Так, гриль. Готовка. Ты не можешь сразу, там большой комп нужен для этого. Ладно, тогда сейчас стоит, наверное, удариться тогда во что-то типа... Вот водопровод, наверное, стоит изучить. Да, вот кислород, водопровод. Подожди! Даже нет. Не давление бы снизить, наверное. Чтоб мне клетки были проницаемые. Это у нас что? Это у нас... Во! Санитарные мероприятия. Во. Вот это. Проницаемая клетка нужна. Не, пока с кислородом все окей. Да, все нормально. Все хорошо. Вообще не паримся. Так, по навыкам что? Дальше. Так, пускай ты будешь готовить. Строитель у нас есть. Фрешмит у нас земледелец. Кормить нас будет. Лучше качать по ситуации. Но, да, все сильно зависит от того, в каком астероиде ты начинаешь. Все такое. Так, нам очередной готовщик еды не нужен. Воды полно. Так, ну чё ж, тогда давайте новичка встречайте. Вот вам лугавчик. У нас будет строителем вторым. Любит поесть. Стив убежден, что обладает сверхъестественными способностями. Я точно знаю, что его друзья об этом думают. Понял. Добро пожаловать в ад. Устраивайся. Блин, вот тут надо бы мне еще покопать, наверное. Врача я забил. Да, врач. У нас машрум.
Вот, лежит у меня под монитором. Моя кошка. Вот. Прям любит там валяться. Так. А я чисто батрак-копатель. Работаю за бутылку. Да, тепло. Надо бы чутка окно приоткрыть. Минус 43 вроде. Вот минус 37 или сколько там было? Вода тепло, да? 36. Вот монитор сидит. Он стоят, болтает о чем-то. Жизнь слишком кайфовая или что? Ща я вам, подождите, устрою. Так, построил. Так, что там? Декор мне нахер не нужен. Вот это, по идее, надо. Потом сюда пойдем. По идее, сейчас можно было бы. Но лучше это. Так. Микробный преобразователь. Такая плохая штука, по идее. Но, скорее всего, да. Я совсем забыл, что хотел вот это вот сделать. Чтобы атмосферного давления не было. Воду еще быстро кончится. Но вот тут вода есть. Вот вода. Не, я окружен водой, как будто бы практически. Вот тут еще какой-то сыр биоботов. Лол. Что? Не, ну микробный преобразователь, он как бы и в те разы был, но просто народу реально много было. Как бы от этого погибаем все время. Так, да, микробный преобразователь тут поставлю. Сейчас вот тут раз. Два. Этажи создам. Угу. Так, раз, два, три, раз, два. Так. Только так. Все, работа. Кислорода пока мало. А, серьезно? Типа из-за этого кислород пропадет? Понял. Ну, тогда давайте вот так вот отменим. Понял.
Вот колючие перцовые орешники мне как будто бы нужны на самом деле. А газообразный хлор, он как вообще движется? Он вверх поднимется, если я там пробью стену? Или здесь снизу останется все-таки? Он как углекислый газ, он будет вниз опускаться или все-таки вниз, да? Все понял. Хорошо, это радует. А, ну тут пробиться сложно. Водород, все понял. У меня с физикой дела плохо. Я круглый троечник, если что, по школе вообще. Не, ну игра хорошая, конечно. Если бы как... Вот почему те или иные игры не внедряют какую-то учебную программу? Было бы прикольно на самом деле. Так в Первой мировой там какой газ использовали-то вообще? Там, по-моему, же как раз таки тоже там что-то такое на хлоре основанное было, нет? Там слева видео, если их не смотришь. Ага, но, судя по всему, так делать не стоит. Окей. Это я понял. Так, окей. О! Так. Ржавчина. Ну, воду в кислород, как будто бы... Чё у нас? Блин, плохо. Плохо. Ну чё, пора пробивать эту стену. Пока что так, пожалуй. Хотя... Так, мистер строитель. Кажется, скоро будет уже. А чё? Вроде... А, лол, подожди, стой. Господи. Человек за бортом. Радуется. Блин, бедняга. Так, хорошо.
Так, пошел воздух, пошел воздух. Так, водопровод. Окей. Но думаю, сюда надо пробиваться иным способом. Вот так. Это мы отменяем. Так, лестницу продолжаем. После знакомления с данными на компьютере мне удалось выцепить несколько файлов с интересной информацией. Новая система безопасности, уровень шифрования 1. Значит, на предприятии вводят новую систему безопасности, при которой двери будут открываться после сканирования руки. Ребята в инженерном отделе говорят, что приборы на двери не похожи на сканер отпечатков пальцев, но парочка, которая работает в отделе биоинженерии, вообще не хотят ничего объяснять. Что-то мне это не нравится. Предприятие Гравитас. Окей. Ну это дерьмо мы просто снесем. Так, суперкомпьютер. И, наверное, стоит энергию. Умная батарейка. Так. Нефтеперерабатывающие. Нефть или этанол в электроэнергию. Окей. В принципе, я мог бы создать несколько генераторов на основе нефтяного генератора. Блин, он производит углекислый газ и загрязненную воду. О, загрязненная вода. Так, загрязненная вода. Вырабатывает углекислый газ. Так вот в чем моя проблема-то была. Постойте, а может быть, как будто бы мне сейчас это дерьмо вообще не нужно. Просто вот джамбо батарей поставлю. Много беговых дорожек. И больше как-то ударюсь в другие темы. Мне пока с энергией реально проблем по сути нет. Это тупо. Вот с кислородом и газами надо разбираться изначально. Ну и конечно же с едой. Сейчас надо бы... После этого скорее всего ударимся в животноводство. По животному контролю вот сюда пойдем. Да, так и поступим. Так и поступим. Так, суперкомпьютер. Да. Но я вот просто, видишь, бездумно изначально все время работал. Везде и все ставил. Признаю. Логики было 0. Пускай так стоит. Потом джамбо-генератор поставим где-нибудь. Придумаем. Вот это пускай через насос работает. Нормально. Типа вода как раз для насоса чист. Вот это для... Ну да. А тут автоматический насос поставим. Он будет снабжать всю базу. Так. Угу. И комфорт существ, готовка деликатесов.
Понял. Вот мой максимум, да, теперь. Ладно, сюда пошли. Так, что там у нас по приоритетам? Угу. Готовка. Кто шарит пищевику? Разве тоже нужно воду подводить для ускорения роста? Ну, думаю, да. Вот в агроклетке, по крайней мере, требуется. Блин, с едой скоро беда начнется, мне кажется. Но сейчас у нас проблема стоит именно по... Загрязненный кислород. Так, подождите. Я же наверняка могу загрязненный кислород потом делать чистым. Но это вопрос как? Вопрос как? Ёлки-палки, умывальники забыл. Так, ну у меня есть теперь раковина, в принципе. Да, раковину надо поставить. Ну сейчас насос для жидкости поставим сначала. Но в гидропонной агроклетке нужна труба, хотя бы заказанная на стройку. Обычно плевать на трубу. Блин, вот в чем беда. Все. Тогда мне нужны... Да, мы сейчас к этим придем как раз. Вот агроклетка. Гидропонная клетка, точнее. Мне гидропонная нужна, да. Я к обычным подводил. Тут я думал, почему агроклетка такая, типа, ну, никудышная. Очень мало подавала. Ну, в плане быстрого роста. Пищевик не удобряется. Погоди, а пищевику вода вообще не требуется? А, да? Вот он, Ильич Михайлович. Удобряется, знаешь точно. Так. А вот чё телескоп вообще, он нахера мне нужен? Я подозреваю, что, ну, он только на поверхности, да, должен стоять. Только вот на поверхности должно было.
еще ни разу. Пищевик крутой. Ну, вполне себе нормальный, да. Вот отсюда пищевого дерева, типа, дается. Калорий не так много, но как еда сойдет. Вроде народ не сильно охеревает от его питания. Не, как бы охеревает, но не сильно. Как бы норм. А, так, батарейки Джамбо. Раз Джамбо. Два Джамбо. Маленькие поставим здесь. Давайте сюда клеточку бахнем. Сюда тоже клетки. Так. Так. Качество так себе. О! Копать. Не, ну мне с животным прям повезло. Животных до хера. Просто бери и ебашь их. Реально. Бери и убивай. Разводи. А, да? А, ну тогда если грязебетончик. Хотя грязебетончик. Чуть не надо. Чуть не надо. Воздухопроницаемость растет. Ну, слушайте, как будто бы не такая уж и плохая у меня колония. А в чем проблема? Чё вы тут не копаете? Так, приоритеты. Бум. Давайте работайте, ё-моё. Так. Вот. Гидропонную клетку, подъехали. Так, гидропонку. Куда бы его? Сейчас мы доберемся до воды. Станция удобрения пищевик. Единственное, не указано на угаде, но это вообще показывает ферму на пищевике, о чем коммент ХМС. Все растения ускоряются 4 раза. Так, ну... Хотя... Как будто бы лучше внизу это делать, да? Вот тут, например. Не отвлекайся, игра.
Ну, играю, подожди. Все-таки вы там, по-моему, важную инфу проговариваете, которая мне поможет в конечном счете. Сверки сажали, ничего себе. Так, подожди. Мастерская. Сельскохозяйственная станция. Так, производит микроудобрения, позволяющие увеличивать скорость созревания растений. Назначенные сюда дубликанты должны обладать характеристикой агроном. Это строение обязательно часть теплицы. Теплица. Теплица. Это же мне прям какую-то температуру в нем поддерживать надо. Ёлы-палы. Ой, как все непросто. Ну что, тогда гидропонку поставим так? Где-нибудь вот тут. Брук. Брук. Потом протянем сейчас. Так. Проводок. Упс. Ну хотя, в принципе, да. М. М. Компостик копает. Угу. Это не знаю. Чего тут? Так, не могу перестать думать о концепте дуги, меня интригует сам принцип ее работы, я не могу даже представить, какое влияние на мир может оказать прибор, являющийся источником бесконечной энергии. Сколько проблем для человечества он решил собственным энергоресурсом загрязнения. Окей. Офисный этикет. Нажимная пластина. Отправляет красный сигнал. Чем? Желтовато. Фермерская станция. Синтезатор удобрений.
Кормушка для рыбы, пункт доставки рыбы. Так, пожалуй, давайте сохранимся. Снабженец и копатель. Вот копатель мне нужен как будто бы. Bubbles. Как бы назвать женщину, которая любит копать? Дарья Донцова. Енот. Я и лошадь, и бык, и бабы, и мужик. Блин, а как животновод работает вообще? А, загрязненная вода. Ага. Так. А давайте, раз уж это здесь находится. Я это и здесь и сделаю. Просто где-то... Блин, даже не знаю, вот где-то вот вниз. Так. И потом сюда поставлю. Отстойник.
Лед. Там еще и лестница. Загрязненная вода. Нихера рыба. Окей. Слушайте, животных прям много. Источник еды. Ну я понял. Сейчас подожди. Где гидропонку поставить? Хотя зачем я это делаю? Вот это вот вообще не нужно. Мне бы умывальник поставить. Вот это вот срежем, это будет пускай отдельный санузел под грязную воду, да? Вот тут пускай умывальник стоит. Окей. Идея в том, что грязная вода у меня будет уходить вот сюда, вот вниз. Я отстойник сейчас поставлю. Вот типа, вот он будет просто тупо идти вперед. Потом бум. И клапан. Понял. Так. Тогда скорее вот так пущу. Пук-пук-пук. И тут вот клапан. Все. Так, и под грязную воду. Раз. Окей. Дальше что? Дальше что? Под грязную воду мне еще нужно. Пускай у меня будет несколько источников грязной воды. Хотя, с одной стороны, казалось бы, да. У меня вся грязная вода будет ходить куда-то вниз. Но его использовать было бы тоже хорошо. Как будто бы. Мгм. Блин, я все время отвлекаюсь. Так, ловушка для существ. Так.
Микробы, болезни, загрязнение вода. Так, что-то мне следует на строительном месте. Лекарства. Исследование материалов. Ну, пускай так. А вы куда? А. Ха-ха, ёп. Блин, обморожение получил. Это чё? Зона заражения была типа? Пипец. Так. Аптека. Срочно аптека. Я сюда гидропонт поставлю. Кремировать внимательно. Не-не-не, нормально, спасем человек. Пока еще не все потеряно. Блин, животноводство. А, вот. Следующим придет. Изолятор. Антисептик для рук. Вот это колония такая. Это такая котенка. Погоди. Труба заблокирована. Так, вода пошла. Пошла. А.
А, блин, я опять херню делаю. Так, погоди, это же грязная вода. Так, тогда, ну, просто грязную воду я пущу по-другому. Действительно. Да, грязная вода мне пойдет просто вот как-то так. Тут будет гидропонка. Вот как-то так. О, нифига. Что это? Прикольно. А, где? Кислород, кислород. Так, кислород, кислород. М. Надеюсь, у меня вода от этого быстро не кончится. Микроударение фермерской станции, чтобы примет дальнего населения скорости роста. Так, если находится теплица. Но я думаю, здесь условия теплицы ждать-то можно. Я думаю, что можно. Лол, я давным-давно поставил эти джамбо батареи, но они, сука, не
Не не подключен. Да за что? Действительно. Летающего существа. Так, новый чел. Так, гриль. Гриль давай поставим куда? Микробный преобразователь тоже поставим. Хер с ним. Потому что с едой скоро начнутся ебейшие проблемы. А нам одно не надо. Хлорный камень. Блин. Что это такое? А, вот хлорный камень. Так, хлорный камень, по-моему, еще здесь вот поблизости должен быть. А, вот ржавчина, кстати. А, окей. О, чел. Новый чел. Совсем. Так, врачевания нету. Копатель. Творчество копания. Так. Семя вспышки. Что это такое вообще? What the fuck? Часто пукает. Кто-нибудь из нас часто пукает, ребят? Может, признаемся сразу? Чтобы я мог уже сразу назвать человека и добавить ее в игру. Не. Ветерок. Погоди, у нас, по-моему, уже есть ветерок. У нас же есть ветерок. Да, все есть. Но не так проблема, да, тоже с молоком. Так, ну что, давайте тогда. Давайте его назовем как-нибудь. Привет, Морфис. Он храпит, что еще хуже. Ну что поделать, что поделать. Не бывает идеальных людей. Увеличена агрономия. Увеличена техника.
Хотя я пересмотрел. Нам агроном нужен такой вот. Ну да. Как звали доктора, который силу Земли продвигал? Вот, доктор Попов, пускай будет. Доктор Попов. Вот. Нормально. Рудные частицы. Станция существ. Стрижка. Блин, закрытка сейчас сука не идет и не идет. Вы, ребята, как-то сконцентрируйтесь. Блин, нам доктора не хватает. Копать, копать, копать. Так, исследование. Стоят на месте. А почему? Дистилляция. Песок.
О, пошел кислород. Нормально. Молочки. Так. Блин, пора вентиляцию изучать, да. Охереть, тяжелее могу сказать. Блин. У туалета уснул. Чаще работаю. Ну, пока пищевое. Так, а что с водой? Так. Я эту хуйню неправильно поставил, да? Понял? Нормально.
Так. Так. Ага. Надеюсь, дотянется. Блин, когда же она научится делать животного-то, это ёшкинка. Пищевое отравление. Удачка. Бля, кто нассал? Где-то кто-то сверху, короче. А в чем проблема? Бля, пиздец. Так. Жесть. Да, все сук спасибо. Нормально так нассали, насрали. Хорошо. Жесть. Все, надеюсь, функционируют эти туалеты? Нет, до сих пор нет, да? Ёбаный в рот. Что не так-то? Ё-моё.
Та труба. Ох ты, мать твою. Ха-ха-ха, сука, почему ты так со мной поступаешь? Так, тогда что? Бля. Что с этими туалетами не так, блин. Ну что с ними не так? Ёбаный в рот. Вода не идет. А какого хуя? Почему? Почему-то вода решила вот так вот нахуй идти. Ну почему-то она вот так вот теперь не идет. В чем моя ошибка, я не понимаю. Дышится хорошо. Подождите, что? Опять нассали. Так, пожалуйста, врача, пожалуйста, врача, пожалуйста, врача. Да вы нахуй издеваетесь. Плод гексалента. Справа сверху появляется...
Заебал. Сука, за что? Боже мой. Так. Ёбаный в рот. Не, я понял. Короче, я хуйню сделал. Подожди. Это мне получается сейчас надо... Бля, ну и намудрил я хуйни тут, пиздец. Короче, вот это, по сути, нахуй удаляется. Ага. Так. Потом... Ну, кроме разве что этой. А, нет. Удаляется. Удаляется. Погоди. Господи. А вы хули стоите-то, блядь? Так. Террариум с водорослями. Так, подождите. Вот, животноводство. И что дальше? Вот, типа... Поймал я светляка. Только он мне не нужен. Мне нужен этот мясной ублюдок. Вот он, сверк. Ну, хорошо.
Блять, а чё с трубами-то происходит? А. Совсем забыл. Со скотиной делать хочешь? Ну, разводить их, чтоб размножались, и на мясо их пускать, что-то в этом роде. Источник белка. Трави все. Привет, Эфрит. Здорово. Бля, сука, врача нету до сих пор, пиздец. Мясо трава, но вкусно. Обморожение. Так, подождите. Где ты же был? Вот он. Спирт. Типа кротовухи. Перед убоем животных происходит выброс адреналина, вкусовые качества портятся и внешний вид. Чтобы придать хороший внешний вид, вкалывают всякую хуйню. Понял. Заебал. Это все еще не работает. Да что за хуйня? В чем, блять, проблема нахуй? Тебе, блять, как нахуй трубы-то ставить-то? Пиздец. И хули тут... Подожди. Тихо. Тихо. О, боже. Ой, блядь. Заебал. Как так пошло-то? Как так пошло? А, боже. Что не так? Бля, пиздец какой-то творю.
Удали игру. Так, сейчас. Ну, блин, я не сантехник, че я могу сказать. Все мои познания сантехники это чисто супер братья Марио, нахуй. Так. Сейчас тут столько воды накопится, ебать его. Так. Так. Ага. Найс. Вода с мочой просто смешалась. Ну, тут пиздец царица. Блин, вообще сюда бы спуститься, это все, ну... Прорыть. Так, спустим сюда говно чисто. Так сказать. Не знаю. А, вот все, пошли все. Что в игре справа снизу есть ножницы? Будем осваивать их? Вот так. Отсоединить. Well. Сука. Охуенно, бля. Сейчас там пердежом насрало. Так, вот тут. Ага, все. Освоено, освоено. Все, освоено. Усвоено, освоено. Да. Так, только всё еще плохо. Бля, в рот его ебал.
Так, сейчас вот этот мост нахуй удалю, пожалуй. Тихо, 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 тихо. Я вот тут хуйню сделал, подожди. Подожди, я вот тут хуйню сделал. Тихо, 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 тихо. Ебать, я себя папичем ощущаю, ебаный в рот. Так. Что я делаю? Подожди. Блядь. Каким же я тупым себя ощущаю. Тихо. Вот. Раз. Ну, вот этот мост удаляется. Окей. Сейчас. Так, тихо. Окей, все. Все. Наконец-то. Мне аж прям стыдно, нахуй. Так, все. Пошло говно по трубам. И все остальное. Бля, жидкость сейчас как-то стремительно уходит. Так, снизим, наверное, тогда потребление. Нормально, все. А нет, погоди, что?
Наконец-то. Машлом пришел. Давай, пизды быстрее делай. Тут не готово, сюда, сюда. А. Так. Деньги получай. Но профсоюза нет, поэтому честно тебе скажу, ты работаешь за спасибо. Папа. За большое спасибо. Да разъебите этих сраных животных. А это вот поймать. Так, а что этот цвет означает? То, что... Так. Перегрузка. Перегрузка. Так, исследование. Энергия. Блин, сейчас всю проводку заменять. Блин, что с водой делать? Она так быстро качается. Меня это напрягает. Так, сохранимся. Видео посмотрел, понял бы много. Так, ладно, сейчас. Сейчас подойду. Погоди. Надеюсь, они чем-то будут заняты, пока я отхожу. А, так, отловленных веществ. Отловленных существ он будет перемещать куда-то сюда, типа. Люди накидал. Окей.
Блин, кстати, я видел видео насчет этого, то, что история выдуманная. Пиздец такой вообще. Такая шиза нахуй. Это почему? Не, ну блин, я не настолько ебанутый, конечно, и типа, ну я не настолько идиот. Я идиот, конечно, но не настолько. Ну я сейчас посмотрю просто. Мне лень. Моя идиотия просто вот крепко связана с ленью. Ну и типа видосики смотреть такое. Так, сейчас смотрите. Нет, тут туннель вроде. А, ну да. Ржавчина. Кислород. Блин, давайте я склад для семян ёбну в натуре. Не склад нужен. Бытовой клад сюда. Под склады. Пускай работают. Так, улучшенная руке у меня есть. Так. Да, короче, мне нужно что-то вот делать. Не, по идее, по уму, мне нужно найти второй бассейн и распределить отток воды таким образом, чтобы, ну, вода практически не уходила, не сокращалась, и все будет окей. У меня сейчас вот просто наличие вот этих вот штук уже сильно так-то это вот сильно бьет по моему бассейну. Да, мне бы по идее третий бассейн бы. Ну, не бассейн, но как называется, в общем, источник воды. Мне бы еще один источник воды. И все было бы хорошо. Или можно было бы и здесь это замутить. А тут у меня загрязненная вода, кстати. Кстати, мог бы ее тоже использовать. У меня же есть обработка. У тебя пока не найден источник воды. А как тогда это называть? Временные источники просто. Тебе нужен источник воды, и это не бассейн. Так, ладно. Давай сюда еще пророем. Это запас воды. Уже. Понял. Улучшенная медицинская помощь. Окей. Ну, то есть, я понял, вы хотите, чтобы у меня источником воды послужило вот это, да? То есть, чтобы у меня постоянно циркуляция воды шла. Ну да, ну, типа, я об этом подумал сейчас, вот. На сущих дубликатах, типа, с грязной водой.
2 килограмма цикл.
Опять что-то делают. Что происходит? Еда кончается. Сын стримил. Где? Ага. Водород пошел в разнос. Блин. Сейчас. Вот так-то лучше. Нет. Давай. Так, и тут, наверное, дверь надо поставить. Так, ладно. Отловить. Битва? А. Господи. Битва, блин. Так, существа. Цвирки. Ну, короче, цвирков, драконов, копателей. Они же не будут друг друга ебать. Эй, куда? Поймайте ублюдка. Он что-то скушал. Хе-хе-хе. Пускай переночует там. Так, стойте, у меня прям вот напряг по напряжению жесткий.
Там затемнение по краям, как понял. Ну да. Вот нормально. Это окей. Так, это у меня сейчас раз, два. Сколько челиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, сейчас 9 на подходе. Так, кулинаров у меня один есть, едроп. Так, кулинар есть. Угу. Дизайнер, ну хорошо. Ну. Ну, декором заниматься. Сейчас это вообще не нужно. Но челлендж в том, чтобы 10 людей было. Ну, мы к этому, в принципе, потом придем. Ну, 10 людям. Ну вот поймали мы его, и чё? Почему не несем? Переместить сюда. Да. Молодца. Так, трансформатор ограничивает. Так, исследование.
А, так для чего я вот это вот сидел? Так, склады. Ну, я думаю, не переборщил. Так. А, ну в принципе. В принципе. А чё бы реально не ловить и этих? А я всех перехуярил, да? Светлячков. Хотя вот они. Строительный материал. Окей. Нормально. Давай сохранимся. Блин, вот никогда не было такого вообще. Топ, вы посмотрите, какой кислород охуенный. Вообще кайф. Ай, дышится-то хорошо, хорошо дышится. Так, мне вот хлор бы, кстати. Хлор у нас... газообразный хлор, полезен при химических процедурах.
как они размножаются? Просто кучкованием? А, лол, подождите. Мне еда им нужна, твою мать. Кормушка для существа. А, подожди. Кроме лекарств. Лекарства пускай тут будет стоять. Снесем. Вообще бесполезно. Грязь.
Ёпта. А чё приносить-то? Чё вот эти твари кушают? Ветви древа. Ветви древа. Окей. Ветви древа. Ну, блин. Так. Тогда получается... Тогда получается... ты ёб твою мать, какое оно здоровое. Так. Ой, еще один чел. Так. Шикарно зеленый. Одежда. Ну, этот по астрономии пускай пойдет. Загрязненная вода. Тут прям дышится так себе, да?
Что там по декору-то у нас? Ну что-то есть. Пиздец. А как? А как так получилось? Это кто умер? Плимбли умер. Пиздец. А что? А за чё? Голод? А, у нас еды нету, ебать! Еды нету, нахуй. Как так-то? Что? Почему? Это за что? Блин, а куда бы поставить могилки? Заделано на будущее. Так, ну чё, пора убивать. Как будто бы. Да как не хватает-то, вообще не понимаю. Казалось бы, твою мать, пищевое дерево. Блин, что-то у нас много. А, просто грязная вода нужна туда. Блин, как будто бы проще будет просто туда протянуть воду нахуй вместо это все. Блин, что-то я не обратил внимания на то, что она, оказывается, на грязной воде. Блин, цвирков очень мало. Вот их вначале было дохерища, а сейчас так мало.
убрали уже. И что тут вот... Покой с миром в Лимде. Последнее место вечного упокоения мертвых дубликантов. Да. А как отменить не собирать урожай? Вот. Вот эту игру кайфово засыпать 2 раза задремал, наверное. Всё, давайте сохранимся. Или 3. Да, проблема этой игры в том, что она такая... Увлекаешься ею и потом как-то это забываешь про другие игры. Сейчас еще Blood West, надо поиграть по идее. Так, дать Blood West по нем поиграть. Ну а если кто-то вот уходит из-за того, что Oxygen закончился, то продолжим. В любом случае, чуть ли не каждый день стримлю практически. Продолжим в нее играть. Поэтому еще фоловьтесь, подписывайтесь и в Телеграм переходите. Сейчас у нас будет Blood West. Blood West. О, Ветерок, спасибо за фоллоу. Прикольная игра. Кстати, вот это вот хорошая. Так, окей. Что у нас тут происходит? Должен спасти девочку и священника. Окей. Чё по деньгам? По деньгам $91. Блин, даже играя в эту игру, я думаю о том, что, ё-моё, типа, ну... Всё ли нормально мне, сука, с кислородом? Еда есть или нет? В 2 ночи встал. Да, кстати, я тоже встал в 2 ночи. Что за хуйня? Я в 2:30 где-то, бля, просто проснулся. Ни хера вообще. Что такое? Четыре 15. Это все беспокойно спали. Фигня какая-то реально. Может, это с чем-то связано? Магнитные бури-то там прекратились уже или до сих пор продолжается? Вспышки же на солнце были какие-то. Так, вот тут. Надо ребенка спасти. Так, а что за пистолет у меня? Я его недавно покупал.
А, бабки дает еще. Выстрел. Нормально. Убийство. Попадание в голову. Надо в голову чисто ебашить. Так, легендарное оружие гремучего Дика. Дик-пик. А, 2 по МСК, если по Якутии ты встал. Ну, как-то все равно часовые пояса жертвуют. Я думаю. Ну, все равно странно. Типа, вот ты ложишься спать, а потом один хер просыпаешься ночью. И самое, что главное, ничего не предвещало. Нормально. Там. И всякого такого. То есть... Ни энергетика не пил, ничего не это. Все как обычно. Мать твою. А? Сука! Пошел нахер! Тихо! Нет! Не еби! Ясно. С тобой. На нахуй! На нахуй! А! Твою мать. Но не гондон ли он после этого? Блин, его еще... Right. Let's stretch those dead legs. О, боже. Shouldn't you be doing something important? Да. Ну хотя бы вот это вот меня радует. Стоит такая вся Дольче Габбана. Откуда же еще никто не убегал? Да. И казалось бы, да? Шутерок. Все должно быть просто. А тут ни хера. А, блин, я порог какой-то хоть потихоньку зарабатываю. Так, что за порог? Хрупкость. Пизда. Если еще 2 раза умру, то это уже не пороком станет, а ебаным проклятием, и оно со мной навсегда может остаться. Пока не выпью какое-нибудь дорогостоящее зелье или типа того, блин. Дерьмово. Так что надо аккуратнее. Надо бы прокачиваться тогда в максимум хп, скорее всего. Что там у меня есть-то? Ну, в принципе. А, ну кстати, лечение хорошее. Но все-таки да, хп надо увеличивать. Это было бы намного логичнее. Тречка Элизард Рептилоид Сморч активировал награду за 5000 и написал линк. Видос заказал. Ща, подожди. Йоу-йоу-йоу-йоу, всем привет, позитивчик напряг. Меня зовут Big Brother. Я Big битбоксер Brother. Украины, и я очень сильно люблю битбокс. И как вы видите, я очень сильно люблю команду Нави, потому что они сделали для меня такой реглан, и я просто Команда мега Na'Vi. сейчас запакован. Видимо, кушать Нет, на их самом или деле, типа того, не я знаю. очень сильно люблю играть в доту, и в частности команду Нави, Попей, Хвост, Паник, Курок. Он их очень Дэнди, любит, команду Дэнди, Na'Vi. который исполняет на пудже очень сильно. Как вы поняли, я... Как? Ну я не пудж, я Я не пудж, говорит. Я очень сильно его люблю. Такой стоит где-то там. Упс,
такой хук, да. Притянул, жертву съел. И поэтому я настолько люблю пуджа, что придумал Ай, блядь, не еби! Bleeding out ate my skull. Пиздец, говно, дерьмо. все равно ты не сможешь от меня убегать, потому что я Такой сюрой. Хук-дем, свежее мясо. И Не, нам прикольно, конечно. Четко. Not bad. Предбрание. Что за игра? Это Blood West. Кровавый Дикий Запад. Или Кровавый Запад. На, сука. Не, братан. Блять, пожалуйста. Дерьмо. Тихо. Не. Ты меня не убьешь, мразь. О, не. Пуджи. Лежать. Свежее мясо. Бляха-бляха. Стресс нагнал, конечно. И сколько таких ребят тут? Блин, лесопилка довольно-таки непростое место, я скажу вам. Так, тут надо бы кроватку найти. Лесопилки тут она где-то есть. Это будет моей отправной точкой хотя бы. В плане пожить. Давно в Тай двигаешься? А я там год пожил. Но потом еще как-нибудь собираюсь Whatever вернуться. gets the job Погнали. done. Сложность какая? По-моему... Я не помню, тут сложность была или нет, но... По-моему, максимальная. Но я обычно всегда на сложной играю. Снайсил битбокс хотел. Да я не сомневаюсь. Bullets, arrows, need 'em all. Bullets, arrows, need 'em all. О, золотой ключ. Это что я пок... Опа. А, я его убил еще. Я еще подумал, что за прикол. О, Ooh, nice vintage. медовуха. Серебряная ложка. Так. Во, лол. Отдых тут. My new favorite thing. Так, что это такое? Некоторые люди собирают вещи и покидают родной дом, когда он превращается в кромешный ад. Некоторые пытаются бороться с наступающим злом и уходят только тогда, когда понимают, что в этой битве им не победить. Но есть и такие, кто рад разложению скверни. Такие люди становятся культистами.
Жалкие подобие людей, давно пересекшие все границы морали. Они оставили свою человечность в прошлом. Ну, опечатка. В пустошах можно видеть множество примеров необъяснимых слияний и мутаций, но очень редко они бывают столь отталкивающими, как в случае с культистами. То ли из-за слабоволия, то ли из-за сознательного принятия скверны, плоть культистов слилась с плотью многочисленных пиявок. Последние живут в их телах и могут быть использованы в качестве оружия. Трусливые по своей природе культисты берут числом. Понял. Тоже хочу вернуться в студию, сделай поработать годик с кайфом. Нормально. И чем на жизнь зарабатывающийся не секрет? Графический дизайнер? Графический дизайнер. Так. Правда, я сейчас в поисках работаю. Ну и сейчас как-то потихоньку, возможно, если все выгорит с этим Arrows, need 'em all. ютубом, то, возможно, с ютуба еще доход будет. Can't say no to Не, на such ютубе же эти curiosity. обзорчики, видосики выходят. И в последнее время у меня 1200 подписчиков там стало. И просмотры потихоньку набираются. Надо регулярно какие-нибудь обзоры выкладывать. Кто смеется? Мать вашу. Где вы? Это они смеются? На Oxygen будут выложить. Надо бы. В свое время как-то, когда играл в PTL, Faster Than Light, вот по нему хотел видос еще выложить. Мне как-то вот реально больше такие вот нравятся выживачи. Такие приятные, динамичные, хорошие. Не сказать, что Oxygen Not Included плохой. Это просто реально не мое. Твою мать, гондонское животное. Подохни нахуй. А, так они наверху сидят. О, понял тебя. Не, вот как я вернулся с Таиланда сюда, Якутск, ну вообще в Россию скажем, я как-то реально стал больше ценить именно вот Якутск, вообще Россию, за то, что, ну тут, по крайней мере, ну, тебя ничего особенно не беспокоит в плане, там, не знаю, образование для детей, медицинские услуги, да и государство как-то финансово также поддерживает. Помимо еще того, что я работаю графическим дизайнером, социальные выплаты падают за счет того, что я многодетный. Ну и очень сильно помогает это все. Очень сильно. Блин, они где-то внизу. Они меня доебут своим смехом. Где вы, тварь? А, нет, не внизу. Подождите, а где они? Опа. Oh, I was just looking for those. В Таиланде русская школа по... Да там пиздец цена. Нет, там реально ебанешься цены. Там я еще вот чего боялся, это, ну, просто заболеть банально. Блять, ай кат, сука, с дробовика еще. Давай, давай. Говник. А,
Просто наступить надо было на него. Логично. А бухло лечит? Как бы это ни звучало. А, нифига себе. С бухлом я намного быстрее бегаю. Снижает штраф за несостоятельность. О, да ладно. Бухло, которое делает меня сильнее. Это... Хорошо. Душу лечит. Да, действительно. Действительно так и есть. Maybe useful. О, ебать. Это что такое? Now the real fun begins. О, всё. Теперь я индеец. Все. Кровавая охота. Что насчет попадания в голову больше? О, урон. О, каждая несущая единица здоровья повышает. О, каждый промах отжимает. Бля, я промахиваться не должен. Луку не нравятся промахи. Буду промахиваться, она меня будет убивать потихоньку. Бухло сила плюс 2, интеллект 10, минус 2. Очень похоже на правду. Харизма плюс 5 там. О, патроны. Это надо. Это мне. Минус столовку сделал. Угу. Кто-то ходит. Блин, что-то я зря прицелился, как будто бы сейчас попал. Отлично. Блять. Зачем я еще одну стрелу достал? Сейчас отнимет же хп. Так, тихо. Давай иди сюда. Блин, я не могу долго держать стрелу. Сейчас, сука, устану. Ай! Тихо. На, есть. Alas, it's never enough. Прикольно. Whatever gets the job done. Чисто кактус. Как это не убил? Вот так вот. Лучше. It's never enough. It's never enough. Топор. О, патроны. Alas, it's never enough. Level up. Out of my sight. Не еби! Тихо! Bit by bit. Что-то я аж запаниковал в какой-то момент. Так, перезарядимся.
Could always do with some more bullets. Пойду спать. Давай, спокойной ночи. Пока. Был рад видеть. Ну, Out of my sight! здесь какая-то срань происходит. Там то ли полтергей, то ли кто. Maybe I do have a hoarding problem. Так, окей. Нифига, мне 2 ключа, кажется, есть. Давай. Так, и наверное, стоит... только через инвентарь. Пойдем дальше вот по 2-му этажу. Найс. Put to death! Я забыл. Точнее, ну. Так, грузчик. Давай-ка грузчик покачаем. Инвентарь мне кончается. It's never enough. Такой пока как будто бы не сильно критичный. Little guys for big По jobs. крайней мере не ваншотит, самое главное. Ваншота нет, значит все окей. Could always do with some more bullets. Так, а что я вообще конкретно прокачал? Дополнительно увеличит размер экипировки на одно. Максимальное количество предметов в одной куче 3. Максимальное количество... круто. Во-во-во. Сортировка помогает. Да. Это хорошо. Так, а где девушка-то? Искатель кожи. Только не говорите мне, что есть какая-то невидимая мразь. Невидимые враги были проблемой. Так, погоди. That's a nice little thing. Кто забыл? Зубы обронили в туалет. Бывает же. Так, ну где-то под землей, значит. Куриная голова. We'll need those. Так, дай-ка бандажики все-таки используем. Я пойду сына надо покормить и потом спать. Хорошо. Я тоже тогда скоро пойду спать. Выполню тут задачу по спасению девушки. И чувством выполненного долга лягу спать. Да, она где-то тут, походу. Тут что-то происходит. Ты френдли? Нифига себе. Фу, она боевая прям. Ты кто? Twin, Твен. go away. Отстань, окей. Что ты делаешь? Nothing. Ничего. Вот и поговорили. Пойдем в лагерь.
Нет, не сейчас, моя кукла пропала. Нужно найти. Must find it. Блин, серьезно? Если я найду потерянную куклу, то Твен согласится пойти в лагерь. А, ну ты мелкая мразь. В такой-то ситуации. Ну ладно. Ну кукла, я думаю, где-то тут. Не может быть, чтобы она далеко была. Could always do with some more bullets. Gone with the wind. Ага. Пораженный скверный It's not босс. cursed. Увеличит прирост О, нифига. А, подожди. А. Ну, давай сюда. Не, прирост в 25% опыта. Fine Это... addition to my collection. Черт побери, да. С этим я могу. Oh, good. Ammo. А, кукла-то. Ничего себе. Что тут происходило? Взрывчатые боеприпасы. Выглядит слишком хорошо, чтобы оставлять здесь. Ну, одну монетку выкину. А, это прям настолько большой предмет. Ё-моё. Так, ладно. Тогда... Да коктейль молотов слишком много. Угу. Вот те и Тетрис. Так. Да вот это мне нафиг не нужно. Окей. Все. Кто-то лицо потерял. What do you mean I can't hold all of these? А, ну да, кстати, я совсем забыл про это. У меня же сумка большая есть внутри. Сумка в сумке. Not enough space in my pockets. Pockets. Так. 4 ячейки. Так, что ему куда засунуть? Да, монетки засунуть. Так, и что-то на 3.
Да, это тоже монетки. Так, и вот сюда, в принципе, можно хилочки закинуть. Так, телепорт. Так. Бухашку. Смысла особого нет, наверное. Вот куриный голову, в принципе, норм темы. Пускай там валяется. И все, в принципе. It's never enough. It's never enough. О, монетка. May be useful. What's this? That's my. Это моя кукла. А ты нашел ее? Спасибо. Теперь пойдешь в лагерь? Yes. Да, пойду. До свидания. Все. Отлично. Так. Ну что, перемещаемся. She's back. Вернулась. Good. Хорошо, я знаю, что она I know способная she's девочка, capable of я имею в виду. surviving. Она I смогла mean, she выжить did болото сама survive по here себе. on her own. Но мне спокойнее, когда она It's в a relief лагере. to see her back. Anyone or anything Так, specific on your mind? расскажи мне Except про то. me. She's a true survivor. Она настоящая Managed выживальщица. to stay Умудрилась alive in this forsaken продержаться place в for этом who knows проклятом how месте, long. черт знает сколько. Хорошо, Good что she's она back with снова us с нами. now. А себе расскажи. Really? Серьезно? More Еще вопросы? questions? Кто? Acting like you care, huh? Ха. Any more questions? Ask Ладно. away if you must. Finally. Поторгуемся. Так, продаем. Неплохие деньги. Так. Золотой ключ снова. Томагавки. Второстепенная атака. 60 урона. Вот это надо бы купить. Так, что еще? Перезарядка оружия. Ладно. Не стакается. Так.
Отлично. Бытовуха. А, это записку продам ей. Ah, you. М. Так, вот это вот пускай здесь будет. Болты нахер, наверное, уберем. М. Так, а где-то мелкие? Может, с ней торговаться, типа, можно? Блин. Да где он? А, вот ходит. My father used to say, Мой отец there's часто never говорил, рядом only с one Ругара всегда Rogora. есть еще Adults один. talk too much. Так, взрослые много болтают про Аннабель. Annabelle is good for Аннабель me. добрая, она мне I нравится. like her. Bad smell. Окей, ладно. Да, болтать я не особо It was a люблю. mistake, a blessing. You got the gold. We can do many things, but you can only select one. What will it be? Кошачья удача. А, проклятие после смерти не угрожает. А, вот что делает кошачья удача. Don't get too friendly with her. Have you seen all the... Так. Патроны. Динамит. Чё бы нет. Так, ладно. Давайте сегодня бы пораньше лечь спать. Коротко поиграл, конечно, в Blood West, но ничего. Завтра нормально наверстаю. Чем раньше проснусь, тем больше всего смогу сделать, так сказать. Ладно. Пойду я спать. Всем спокойной ночи. Спасибо всем, кто был. Хорошо посидели. Всем до скорого.